Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Если что, я сегодня в катке не один. Я сегодня играю со своим подписчиком под псевдонимом Вилляр. Итак, что я хочу на сегодняшний день? На самом деле, я не знаю, что я хочу на сегодняшний день. Я даже не знаю, какую сборку я хочу, поэтому я буду импровизировать. Но я тут вижу, есть Джакира, есть Квапа и Омник еще сверху. То есть, по идее, мы можем собрать здесь дракона. Ну ладно, короче, ребят, перед тем, как мы погрузимся сейчас в нашу скиллозависимую игру, я хочу сказать следующее. Я почитал ваши комментарии под предыдущим роликом о том, что когда я говорил, что у меня начался творческий кризис, нечего такого собирать, нет идей и тому подобное. И знаете что? Я хочу выразить вам огромнейшую благодарность, потому что вы написали миллион комментариев, за что огромное вам спасибо. Вспомнил некоторые сборки, которые я прям хотел. Это сборки с турнира. Это там, где Керри Энигма через 6 богов. Короче, напомнили мне несколько сборок. Несколько сборок я помнил и до этого. Но накидали еще несколько своих идей. Поэтому у меня сейчас в голове много чего перевернулось. И я так, знаете, галочки поставил, записал в свой блокнотик о том, что нужно попробовать записать. И меня попросили записать, самое главное, это воинов. Вот что в этом патче я не проверял воинов. Но говорят, что воины рабочая тема. Ну что ж, я надеюсь, у меня это получится раскрыть. Если не получится, то что поделать, что поделать. Кстати, очень часто вижу комментарии, что многие люди не понимают перчатку первого тира, вот, которую я только что взял. Смотрите, работает она на самом деле очень легко. У вас есть определенное количество хп у вашей фигуры. Ну, 800, да? И если призывное существо равняется 800 хп, либо же меньше, то, соответственно, вы схаваете эту фигуру. На вашем столе вы получите монетку, на вражеском столе вы получите ничего. То есть это Мидас из Dota 2, но со своей механикой здесь. Вот. Все, вот так работает. Вот так работает. Но я на самом деле хочу эту перчатку скипнуть, потому что я... Ну, тут есть орк-охотник. Там уже и парень линул 2 звезды собрал. Вот это я понимаю, там... Борьба. Мне тут скорпиончик пришел. Может, все-таки это будут инсектоиды, а? Так, ребят, хочу напомнить. Я уже вас, наверное, задолбал по полной программе, но... Когда я вам напоминаю, вы прям максимум отдаете. Максимум лайков, максимум комментариев. Короче... В этом году хочу попробовать достичь 3000 подписчиков, и чтобы их достичь, мне необходима ваша поддержка. Поэтому лайки, комменты приветствуются, кто не подписан, то подписывается прямо сейчас. Потому что контент делаю изумительный. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот, еще. Вчера ролика не было. Я написал в своем телеграм-канале, почему не было ролика. Но я думаю, по моему заплывшему лицу все прекрасно понятно становится, почему вчера ролика не было. Спал, скажем так, без задних ног. Не знаю, откуда эта фраза пошла, спал без задних ног, но... А вообще, реально, откуда пошла эта фраза? Что-то даже... Ладно. Кто шарит, напишет комменты, соответственно. Не, ну я тут смотрю, мои... Противники такие скилловые. Мне на самом деле не нравится челик, у которого Лина в 2 звезды с кусиком. Это будет больно. Сильные персонажи. Эльфы собираются. Тут, скорее всего, соберутся дефолтные эльфы через волшебников плюс Марс и Керри, плюс ШД. На самом деле, сейчас ШД в 3 звезды... Вот, короче, смотрите. Я уже несколько раз так играл. Рассказываю вам стратегию. Падает вам жезл Кира. Вы собираете себе гоблинов-мехов. При этом вы собираете себе сверху ШД в 3 звезды. Гоблинов мехов, это я имею в виду Тинкера, Клокверка, ШД в 3 звезды. Все это собирается. Можно Агра собрать себе, Гримтачи собрать сверху. Все, ставите Гримтачи обязательно перед ШД. Короче, таким образом, чтобы ШД первой тычкой ударил по чернилам, чтобы на все чернила разнеслось его проклятие. То есть, он, знаете, у нас такая чума. Чума болотная. Вот. И, соответственно, на все эти чернила распределится проклятие, и урона там будет тонна. Плюс, когда у вас будет Тинкер в 3 звезды, ну, все прекрасно понимают, что Тинкер в 3 звезды нормально так наваливает урона. А дальше уже вы делаете, что хотите в целом. То есть, вы сделали себе хороший старт, хороший стол, а дальше идете тупо в уровень. С таким столом
Вы, ну, раундов 15 налегке должны протянуть. Налегке. Кстати, я задолбался проигрывать. Я задолбался проигрывать, алло. Жить так-то хочется. Панды уже там полетели ребятам. Сильно. О, на первом месте хороший стол. Очень хороший стол. Там уже и пандочка есть, и Марси, и Шиде в 2 звезды. На самом деле Шиде, да, его там нерфанули. Нерфанули по области, что на самом деле очень приятно, и это надо было сделать. Но Шиде все равно очень сильный. Очень сильный. Ну, не передать словами, насколько сильно. Кстати, я перчатку не реализую, прикиньте. Потому что что? Потому что орк-охотник выжил, а моя панда нет. Да, вот если бы сейчас у меня панда выжила бы, я бы схавал его кабанчика, но не получил бы за это денег. Я бы получил деньги, если бы только на своем столе был. Блин, темный лорд идет хорошо. На самом деле у меня сейчас такой стол, и мне не хочется ничего продавать, чтобы выйти в 40 монет. Реально хороший стол. Опа! Скиллуха обнаружена, антимаг. Падла. Вот, кстати, сейчас, если мне Жезлкира упадет, я буду вам стратегию показывать, которую использовал до этого. Кстати, тоже много кто не использует стратегию с абузом инчой. Ребят, если вам падает Жезлкира, до этого купите друида. Либо хотя бы видите, что есть в игре Жезлкиры, и у вас есть некая вероятность, что вы можете этот Жезлкира поабузить, то, соответственно, купите друида. Купите друида, потому что вам будет очень часто попадаться инча, вы будете покупать 2 инчи, а через друиды получать просто по одной монетке. Вы так скосите денег миллиард. Для вас это ничего стоить не будет. Кстати, я в лустрик, все. Я умываю сюда ноги, я в лустрик. И я в уровень пошел. Кого продать? 2 агров продам. Поздно, конечно, мне жрецы пришли. Пришли бы они намного раньше, я бы намного раньше их поставил бы, намного раньше бы себе хп экономил. Но имеем то, что имеем, правильно? Там панда уже сыпется людям. Тоже хочу панда себе. Вообще я хочу хоть раз, чтобы я вот так вот зашел в каточку, и на 3-м раунде у меня стоял баф людей. Желательно с Линой в 2 звезды. Да, я знаю, я многого хочу. Очень многого хочу. Но хотеть не вредно, о мечтах своих не вредно рассказывать. Вот так вот. Блин, я темного лорда на самом деле вообще не хочу продавать. Темный лорд, он хорош. Или продать его, может быть, и плевать на это все. Он просто, если в 2 звезды придет, то будет жизнь прекрасная. Полегче можно? Уже 2 панды он нашел. Виллер просто в 0 монет срулился. Хорош, хорош. Итак, что же мне сейчас за реликвия упадет? Ну-ка, ну-ка. Что-нибудь полезное, пожалуйста. Жезлкира мне на самом деле уже не нужен. Я сначала о нем подумал, что можно было бы что-то из полезного Жезлкира, но нет. Кабанчики, рыбалка. Берем кабанчиков и быстренько... Блин! Чё ж они так быстро с мобами-то расправились так, алло? Мы так не договаривались. Я сделал ошибку. Ой-ой-ой, какую я сделал ошибку. Как вы думаете, какую я сделал ошибку? Я продал 2 темных лордов, а этого не стоило делать. Дурак. Просто темный лорд в 2 звезды может хорошо игру тащить, понимаете? Он очень сильный в 2 звезды. В 1 звезду такое, а вот в 2 звезды прям сильно. По крайней мере, мобов он бы мог мне спокойно тащить. А ну-ка, загадка для вас. На каком раунде мне сейчас упадет еще один человек?
Давайте все вместе подумаем. Я думаю, к раунду 20 мне упадет третий человек. Ага, понял, спасибо. Я подумал о том, что куплю сейчас 2 луны, сделаю 1 ролл, и мне такая луна. Сюда. В 2 звезды. Не, луна в 2 звезды тоже бы неплохо помогла. Ну, возьму палку. Буду по горбу бить палкой. Так, антимаг там уже 2. Там у моих противников уже 2 антимага собралось. Но мне больше смущает человек на первом месте, потому что там ему пандапад лютый идет что-то. Что-то будет... Короче, будет тяжело в этой игре. Я тоже хочу себе антимага. 2 звезды. К 10-му раунду. Пожалуйста. Дайте мне такую каточку. И 6 людей поставить на 10-м раунде. Вообще было бы песня. Через волшебников. Можно не через волшебников. Лучше, конечно, не через волшебников. Просто, смотрите, беру себе 7-й уровень на 10-м раунде. Ага. А я молодец. Вот, говорю же, что я совершил ошибку, то что продал Темного Лорда. Ну вот, как бы. Да, это жестко. Да харе тебе так панды падать, алло. Нормально ему там панды падают. Кстати, напоминаю, ребята, гайд-обзор на все реликвии есть на моем канале. Я его сделал специально для вас. Поэтому там заслуженный лайк должен быть с комментом, 100%. Ну и просили меня делать обзор на патчи, там 5-минутный ролик есть с обзором на патч. Почему я сейчас вам о нем напоминаю? Потому что мало людей его посмотрело. Многие, да, прочитали, но мало людей его посмотрело. Кстати, посмотрите, 2200 урона Темный Лорд нанес и 1000 урона ШД нанес. Был бы у меня Темный Лорд в 2 звезды, как было бы это больно для них. Ну ладно. Опа! А что это за подгон такой-то? Неплохо. Ладно, Темный Лорд, прощай. Темный Лорд, прощай. Панда мне ничего не принесла. Сколько раундов стояла она у меня с Кливером, так ничего и не принесла. Не, принесла. Я ошибаюсь. Боль и разочарование. Я, кстати, взял вот эту реликвию кабанов, активировал на 11 раунде. Ну, потому что не успел забузить немного, но активировал на 11 раунде. И теперь мои кабаны должны на 21 раунде закончиться. То есть 20 раунд после мобов, это будет последний раунд, когда они будут апаться, эти кабанчики. И я уже говорил свое мнение, как, вот скажем так, в обзоре на реликвии, гайд-обзор на реликвию. Я там говорил свое мнение по поводу этих кабанчиков. Опа, ДК. То мое мнение осталось прежним. Я считаю, что эту реликвию нужно бафнуть. Я считаю, что эту реликвию нужно сделать бессрочной, как она была до нерфа. Так, собаку закинем. А это сюда закинем. Я сейчас сделал такую расстановку, и я надеюсь, я не прогадал. Хотя на самом деле у меня такой слабый стол, что скорее всего я прогадал. Я не затащу этот стол. Не должен. Не должен затащить этот стол. У меня слишком он слабый. Вот сейчас и посмотрим, насколько... А, ну, все, собака сдохла. К сожалению. Да, ее там чел из могилы достал, эту собаку, но по итогу... Все равно... Да, я проиграл раунд. Если бы у меня собака не откисла, и ДК перевоплотился бы чуть раньше, то, скорее всего, я бы мог затащить этот раунд. Но, на самом деле, я бы, знаете, как затащил раунд? Если бы у меня Чен присуммонил моба вот этого. Но чего нет, того нет. Обидно. Видно, ХП потерял. Обидно, досадно, ну ладно. Ну что ж, терпим. 5 баночек у меня есть. 31 хп у меня есть. 8 уровень у меня есть. План хорош и надежен. Словно швейцарские часы. Ну, короче, я здесь топ-8 забиваю. Ну, хотя мне баф людей неплохо идет. На самом деле у меня еще есть идея. Ну, по крайней мере, я хочу попробовать пострадать. И все-таки через 6 людей, через там косу, через все что угодно. Но сделать себе
12 уровень. Вот чисто хочется попробовать сделать 12 уровень себе, но... Сейчас, чтобы сделать 12 уровень, это надо, чтобы тебе баф людей пришел очень рано. И желательно, чтобы у тебя был стол довольно-таки мощный, чтобы он мог спокойно тащить каждый раунд. И, может быть, даже парочку винстриков сбить тебе понадобится. Ну, типа... Ну, короче, вы меня поняли. Сейчас 12 уровень взять, это каторга. Я вообще не знаю, зачем разработчики так сделали. Блин, мало баночки восстановили. Хотя, в принципе, пойдет. За 6 банок пойдет. Я, на самом деле, вот реально не знаю, зачем разработчики сделали это так, что на 11 и 12 уровень тебе нужно по 64 опыта. Это, ну, это просто космос. 11 уровень еще куда как бы не шло, ты можешь спокойно взять, но чтобы взять 12 уровень, тебе нужно с 10 раунда уже божить и иметь 6 людей. То есть, хотя бы, чтобы у тебя был антимаг условный в 2 звезды, да, и 6 людей. Желательно, чтобы Кунка в 2 звезды был, там Котел в 2 звезды, ДК был. Тогда можно как бы и жить с таким, но... Как мы все прекрасно знаем, кого гребет чужое горе, правильно? Но хочется попробовать пострадать. И у меня по-любому когда-то да получится собрать себе 6 богов. Ой, 6 богов. 6 богов головного мозга у меня. Когда-то получится у меня собрать 12 уровень. Когда-то получится. С горем пополам, с крипом, с треском, но получится. Не, есть стратегия, довольно-таки рабочая. Но для этого, во-первых, вам нужен ДК. Желательно ДК в 2 звезды, и чтобы просто ранний баф людей у вас был. Тогда вы можете сделать себе 6 людей, 3 дракона и, в принципе, кайфовать. Почему? Потому что ДК перевоплощается, у вас хорошие предметы, предметы на скорость атаки, на урончик, и все, и через ДК тащите. Можно не так больно меня бить, пожалуйста? Так хочется жить. Да. Ну, что ж. Грустно. Вайпера я хочу на самом деле оставить. Хотя... Ладно, я лучше выйду из инкама. Короче, почему я хочу вайпера оставить? Во-первых, сейчас на 20 раунде будут мобы. На этих мобах я хочу, чтобы мои вайперы плевали в самых... Ну, короче, они, скорее всего, в одного и второго плюнут. Но все же, этот вайпер мне очень поможет пережить 20 раунд. Боже, как же ему хорошо идет по панду. Вы просто посмотрите, сколько у него панд. Я тоже хочу контент с пандападом записать снова. Хотя, на самом деле, контента с пандападом у меня, ну, довольно-таки часто появляется на канале. Боже, у меня уже 14 хп. О, Кунка, сюда, здорово. Здорово, молодой горячий. Как твое ничего? О, ну, как я и говорил ранее, реликвия кабанов — это полная... По губам прочитали, да, что я сказал? Я думаю, да. Большинство кабанов у меня по 5-6 монет. Большинство. Спасибо. Ребята, если я когда-то буду сидеть, и у меня будет глаз телипаться, то знаете, это от баланса этой игры. А, ладно, наврал. У меня по итогу 2 кабанчика по 6 монет, остальные все по 8, и 1 кабанчик по 9 монет. Ну, в любом случае, мне кажется, надо все-таки апать эту реликвию. Типа, вернуть ей тему, когда она была бессрочной. Потому что, когда она стала не бессрочной, грустно, печально становится. Вот теперь на изи мобов затащил. На самом деле там Вайпер зарешал, потому что если бы Вайпер не плюнул, то Кунка бы... Кстати, я возьму хаотичный договор. Сейчас объясню почему. Почему Вайпер зарешал? Потому что он плюнул в центральную... Короче, они в центральную Урсу плюнули. И, соответственно, эта Урса... Блин, жреца продал. Ну ладно, у меня уже хп нет. Так. Сейчас, секундочку, ребят, подождите. Мне надо все очень-очень быстро сейчас сделать, а потом уже пообщаемся. Кунка, хорошо. Кунку через яйцо апаем.
Дайте, пожалуйста, Джакира. Молю. Вайпер в 2 звезды пойдет. Темпларочка сюда. Неплохо. Думчик тоже неплохо. Котел, хорошо. Антимаг, антимаг, антиматик, антимаг. Ну, антимаг будет посерьезнее персонаж. Стяжка не нужна. Кунка нужен. А что за... Как это называется-то? О, дядя! Хорош! Только у меня не полный баф драконов. Но, тем не менее, сейчас в ближайшие раунды я планирую найти себе полный баф драконов. Блин, на самом деле это так не жена, что мне Джакира пришел. Я думал, мне Джакира придется с крипом, с треском. А тут чисто без скрипа и какого-либо треска, и даже без нытья мне пришел Джакира. Это вообще удивительно. Еще и Тайд приходит. Боже, он еще не раскрытый. А что это за подгон? А что это значит? Что это за подгон? Где волшебница? Опа. Сказать, что я в шоке? Ой, ёп ты... Ладно, о. Полезный шарбезный. Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Знаете почему? Потому что я удивлен, что мне за 3 ролла упал Тайд в 2 звезды. Это вообще нечто. И, кстати, я винстрик заберу сейчас, да? О, давай сюда, сладенький винстрик. Короче, на 20-м раунде, как вы поняли, я нашел себе хаотичный договор. Я этот хаотичный договор взял. Взял его не просто так. Почему? Потому что у меня огромный лустрик. Во-первых, я сейчас получаю максимум инкама, при этом выиграю раунды, при этом не теряю лустрик. Второй момент. Я получу себе предмет 3-го тира по окончанию, соответственно, хаотичного договора. Кайф? О, какой кайф еще. Не знаю, нужен ли мне Дум. Минер. Вот минер точно нужен. Гвард, привет, запись. Опа. Опа. Привет, привет. Да, но я... Я, так скажем, морально его поддержу. Боже, на самом деле, когда так вот приходит, это жестко. Боже, я чела вынес. Бедный Виллер. Не, ну это жестко, но на самом деле я сейчас на таких вот тонких играю. Почему? Потому что, типа, вроде бы как бы у меня сейчас сильный стол, да, из-за того, что у меня есть Тайд 2 звезды. Но у меня, по сути, только 2 фигуры в 2 звезды. Мне как минимум необходимо найти это усиление в 2 звезды. То есть Джакира в 2 звезды, ДК в 2 звезды, Минер в 2 звезды. И все. Ну и хорошие предметы, естественно, потому что предметы у меня откровенного, ну, что-то коричневого такого, знаете. Но на самом деле сейчас то, что я играю через драконов, и то, что мне выпал минер, а если этот минер еще придет в 2 звезды, а если мне еще выпадут предметы необходимые, то, боже, это будет такой взрыв. Это будет взрыв 5-й точки. Я сейчас себе, кстати, если что, поставил морских, объясню почему. Во-первых, мина взрывается, да, это физический урон, а медуза дает окаменение. И вот это вот окаменение увеличивается... Короче, минка минера будет увеличена на столько-то там, насколько медузка увеличивает. Вот. То есть медуза неплохо смотрится. Можно предмет 3-го тира, пожалуйста? Понял, нельзя. Ну, можно подумать чуть-чуть. Хотя на самом деле я делаю ошибку. Ну, я уже сделал ее, ну ладно. Если вы спросите, какую ошибку, то все на самом деле просто. Мне надо было оставаться с керри ДК. То есть мне просто нужно было делать себе керри, который будет наваливать с руки. То есть это ДК. Но что сделано, то сделано. Умник. Умник это... Ну, вообще мне умник не нужен. Умник это хрень, поэтому его собирать не буду. Хотя на самом деле я
наверное, это тоже ошибка. Мне просто, ну, на самом деле, если быть объективным, то мне умника вообще никуда засунуть сейчас. Кунка нужен, это корабль, это стан, это урон. Обезоружь классно, но мне это все не надо. Виллер покинул игру. Не выдержал морального давления. Ничего, ничего, бывает. Я на самом деле в шоке с того, как мне пришло. И я еще как-то живу. Вот с этого я в шоке. Ну ничего, я надеюсь, Виллер будет меня поддерживать морально. Можно было бы, конечно, и 4 богов засунуть сюда, но по сути-то некуда его засовывать. А еще мне нужен Аганим. Аганим нужен, потому что я закинуть могу его в Тайда, в Кунку, в Минера. Лучше, конечно, в Кунку, потому что там кораблик, это много урона. Но хотелось бы, конечно, еще 4 богов закинуть, но для этого нужен уровень. А уровень я как бы никак не возьму. Ну и ладно. Не, в самом деле у меня сейчас стол прикольно смотрится. Оп, инсек. Оп, здорово. Оп, страдай. Страдай. Да, страдай, страдай. Так, кучу предметов мне насыпало. Ой, хорошо. Ой, хорошо-то как. Знаете, как приятно наказывать инсектоида? Я думаю, знаете. Я думаю, вы прям сами ощущаете это на 200%. Так, хекс берем. Хекс на самом деле это имбулька. Но лучше всего, конечно, чтобы упало Аганим. Ну, чего не упало, того не упало. Хан. Хан. А кого продать? ДК продам. Все равно мне ДК как бы даже 2 звезды. Это песня. Я считаю, это песня. Все, у меня Минеров 2 звезды. Тупо Аганим, тупо перчатка 5-го тира и все, начинаем взрывать. Ну, 4 богов сверху можно было бы закинуть. Все. Фух, успел. Я на самом деле был в неком замешательстве, потому что я был не совсем уверен в том, что я хочу сейчас прям апнуть именно медузу, пожертвовав 2 кунками. Я просто планирую кунку в 3 звезды собрать. Кунка в 3 звезды на самом деле такой мощный перс, который будет душить, дай боже, каждому. И, наверное, знаете, я даже сейчас в инкам пойду. Не, ну, у Валихана тут прям огромный стол. К нему даже не придраться. Но там, кстати, еще чел, который играет тоже на драконах, но он играет через 6 людей, через 5 драконов. И все-таки не зря я поставил 4 морских. Я этого сейчас мага разорву от края до края, потому что стол у меня очень сильный. А вот, кстати, он и пришел ко мне, да, маг? Ой, а что такое? У тебя только котл 2 звезды. Ой, какая ты бедняжечка. Ой. Так тебе не жаль. Минус 21. Знаете, кого больше всего мне не жаль? Мне больше всего не жаль. Это инсека. Инсек должен страдать. Аганим хочу. Можно сейчас будет взять палочку Гарри Поттера. Кстати, там котл у него заряжен. Это проблема. Это проблема. Котл у него нехило заряжен. Очень даже нехило. Мне не нравится, знаете, чем Джейкира? То, что у него КД 15 секунд. Это нереально много. Почему разработчики не могут подрезать это КД? Без понятия. Ну, как по мне, нужно подрезать это КД. Чтобы вот как у всех было.
Что с уровнем у тебя, соответственно, меньше КД становится. Страдай. Страдай. Так, отлично, минус инсек. Боже, ребята, вы в это можете поверить? Я зашел в топ-3. Со слезами на глазах. Я зашел в топ-3. Не, ну как же мне фартануло на фигура. Если бы мне так на фигура не фартануло, я бы уже уехал в следующую игру. Хороший у него там стол. Очень хороший. Не, ну у него там панд миллиард. Просто миллиард панд. Да. У него хп много, понимаете? Типа, если даже его сейчас буду жестко выигрывать, то у него очень много хп. И он может спокойно жить даже до 35-го раунда. И ты потом делай, что хочешь. Самое главное вынести вот этого мага второго. Потому что для меня маг это может быть проблема сейчас. Из-за того, что у него очень сильный котел, который просто с задувки может снести табло. Ну, как бы тут очевидно, да, завеса упала, спасибо. Не, ну, пригодится завеса на самом деле. Не супер-то и плохой предмет, если быть объективным. Двойные клыки, когда мне нет уже инсеков, спасибо, полезно. Ощутил полезность, прям вот почувствовали, насколько это было полезно? Так, вот так вот сделаю. Пожалуйста, агоним. Понял. Напишите в комментах, что вы думаете насчет того, что мне упала сейчас Кираса. Я очень хотел агоним, но мне упала тупо Кираса. Двойные мобы у него. У-у-у. Вот это, конечно, жестко там у него все идеально. Вот серьезно. Он сейчас еще, если до 35-го доживет, то он 100% доживет до 35-го. Как же он будет наваливать, ребятки. Короче, по поводу Кираса. На самом деле, Кираса неплохой предмет. Почему? Потому что у меня есть минер. Минер бьет мины хотел сказать чистым уроном. Физическим уроном. И, соответственно, мина неплохо смотрится под меня. А еще мне не нравится то, что у него такой мощный котел. Он просто сдул меня. Несмотря на то, что у меня 60% режет его способность из-за морских, он все равно меня так больно сдул. Не знаю, Омника, наверное, придется... А, не хочу. Не хочу. Хотя, на самом деле, Омник имба. 60% порезать физ-маг урон. Тоже Джекира себе в 2 звезды нашел. Я сейчас, короче, как-то такую расстановку сделаю, чтобы Тайт нажал свою ультуху и задел котла вражеского. Заденет вражеского котла. Соответственно, он не кастанет свою способность на полную мощность, а это, соответственно, он обосрется. А ну-ка. Боже, ну какой у него стол? У него миллиард дубликатов, во-первых. А, ладно. Это было слишком легко. Но зато вот этого второго мага тоже вынес. Отлично, отлично. Боже, какая булочка сладкая. Пока что все по кайфу. Тьфу-тьфу. Если маг вылетит. Вообще можно было бы вместо Кунки поставить Хана. А все предметы закинуть в Джекира. Ну тоже. Я от КД Джекира срежу 30% всего. 30%. Хрень, короче, как по мне. Дум полетел в Джекира моего, но Джекира уже скинул свои способности. Вот то, о чем я говорил. Прощай. Прости, прощай. Маг, отдыхай. Какое наслаждение. Как же вкусно. Не знаю, мне хочется морских оставить.
Хотя они мне вряд ли хоть чем-то типа могут морские. Ну, против кунг-фу точно никак они не помогут. Против активации способности хитрецов и генералов, в принципе, может помочь. Плюс у меня сейчас Кираса есть, которая... Ну, хрень, короче, как бы, не знаю. А, 2 бога, тут такое. 4, да, 2, ну, слабо, как по мне. 2 бога как-то, ну, слабовато смотрится. Все-таки корабль Кунки, 1300 урона сюда, на! 10 тысяч урона от корабля Кунки. И от мины 8,5. Считаю норм. Верно. Верно, это хорошо, но брать я не буду, потому что у меня Вайпер стоит. Вайпер намного эффективнее смотрится, как по мне. Хотя, на самом деле, может, я и ошибаюсь. Почему я это говорю? Потому что, ну, типа, Вайпер кинет в самую дамажную цель, на тот момент, ну, короче, на текущий момент это Марси. И, ах, ну хотя Марси плевать же, она способность взять. Блин, ну, наверное, надо было Виверну все-таки взять. Блин. Наверное, все-таки мне в действительности стоило взять Виверну. Что-то я как-то сглупил маленько. У Тайда 5 секунд стан будет. Сляганчики музыки. Да нет, ну джеканчики. О, драконий рог, спасибо, очень полезно. Цепочка или... Я рефрешер возьму. Рефрешер возьму, потому что будет сейчас 2 мины. Все это под Кирасой. Это будет больно. Это будет очень больно. Боже, мне одного предмета не хватает, чтобы найти Аганим, прикиньте. Вот так вот. Охренеть. У него идеальный хитрец сейчас. Я могу его не затащить. Этот хитрец просто разорвать меня может в легкую. Всех моих... Сейчас вы сами все увидите. Скорее всего, он меня сейчас выигрывать будет. То, о чем я говорил. У него идеальные предметы, там, понимаете? У него и БКБ, у него и посох 3-го тира. Я думаю, куда, вместо кого мне закидывать? Но только вместо Кунки. Морские мне сейчас 100% необходимы. Без морских мне будет очень больно. Сейчас, кстати, завеса будет эвейдить раунды. И я думаю, это зарешает, потому что мне нужен 40-й раунд. Тупо надо дожить до 40-го раунда. Один хитрец мне все лицо не снесет. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. Два Тайда пришло. Может, соберу Тайда в 3 звезды? Естественно, мы в это не верим, если что. 6 морских поможет ли мне? Я думаю, хрень. Не поможет 6 морских. Рефрешер я не очень хочу скипать. На самом деле, печатка 5-го тира поможет мне против хитреца? Нет, не поможет. Мне Аганим поможет. Вот Аганим поможет. У него еще и Мьёльнир 5-го тира, который бафает посох 3-го тира. Я же говорю, у него там полный набор. Набор аннигиляции. Даже 6 морских не могут не помочь, потому что он мне тупо ваншотнет. Падла летающая. Сейчас энергия кунг-фу срабатывает.
И посох уже настакал. Ладно, из плюсов? Из плюсов. Сейчас будет уже 40 раунд. Надеюсь, на 40 раунде мне что-то полезное упадет. Да не, 6 морских мне не поможет. Меня кунг-фу быстрее заберет. Минер идет. Может, минеров 3 звезды соберу. Это сказки, конечно, но может быть. Может быть. Так, держим кулачки, что сейчас на 30-м раунде мне... Ой, на 30-м, на 40-м раунде хоть что-то полезное упадет. Наверное. Хоть бы нет мобов не сдохнуть. Потому что эти мобы могут как-то разорвать. Так, это сюда. Я, если что, сейчас посох третьего тира закинул минера не просто так. Я хочу, чтобы минер настакал как можно быстрее, как можно мощнее посох. Чтобы этот посох потом перекинуть Джекира. Хотя на самом деле, типа, толку от того, что перекидывать Джекира минимален из-за того, что у него есть БКБ. Ну, может быть, Джекира не умрет за 15 секунд, и он еще раз плюнет хитреца. Тогда шансов выиграть больше. Ладно, сейчас посмотрим. Квапа хорошо должна мне помочь. Это чистый урон. Ломает позиционку. Шарбезно упал. Хорош. Хрень реликвия, конечно, упал. Ну ладно. Ну, шарбезно мне может помочь. Вот что-что, вот шарбезный прям в тему упал. Ёб твою медь, какая все... Надо ролить. ДК пришел, спасибо. Омник не хочу. Ой, яйца падают. Надо рандомить будет. По-любому нужно будет рандомить. Так, вместо квапы сейчас поставлю Омника. Во-первых, потому что 60% поглощения магического и физического урона. Во-вторых, это отхил. В-третьих, это, соответственно, снятие всех дебафов. И... Плюс у меня морские, плюс у меня шарбезы. Сейчас хитрец не сможет мне вообще дамажить. Да, там огромный... Ух ты, огнем! Я, конечно, не успел предметы перекинуть в Джекира магические, но, в принципе, плевать, я думаю. 3000 урона сюда. Сюда мой будет. Ой, а что там по урону, хитрец? Ой, а что урончика не хватает, да? Ну, тут просто шарбезны. 4 морских. Ну, как же это на тоненького, боже. Хорош. Тигр. На самом деле это было на тоненького. И если честно, то, что я не перекинул предметы сейчас в Джекира, ну, я тупо не мог определиться, рандомить, не рандомить. Вот. Это могло люто зарешать. Но оно бы вообще оно зарешало, потому что там очень много урона тупо в молоко уходило. Все бонусы, которые давал мне посох третьего тира, и, соответственно, с хексом, вот именно магический урон, это, соответственно, все уходило в молоко. Ну, блин, ну так получилось. Я просто, на самом деле, мог не успеть перекинуть предметы, вот серьезно, и все. Ну, катка вообще идеальная получилась. Жесткая, очень жесткая катка. Хороша. Ну, против своих подписчиков всегда тяжело играть. Я всегда об этом говорил. Особенно, когда у него такой подопад был, это прям люто было. Ну, зато 5 драконов реализовал в текущем патче. Кайф. В общем, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк. А если вы не подписаны, то подписывайтесь. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.